Привет! В этом видео мы рассмотрим мир любви, страсти и взаимоотношений, который представлен в культовой серии игр Sims. Мы исследуем эволюцию романтических отношений от первой части Sims до последних нововведений в Sims 4. Рассмотрим, какие изменения произошли в механиках и возможностях создания и развития персональных историй любви. Романтические исследования начинаются прямо сейчас. Изучение романтики в Sims 1 началось с создания персонажей. Для чистоты эксперимента сделаем противоположных по характеру симов. Первый сим будет максимально дружелюбным, приятным и общительным персонажем, блондинчиком и в соответствующей одежде. Не думаю, что внешность как-то влияет на знакомство, но все же. Второй персонаж — это замкнутый чистюля-одиночка, активный по жизни и не нуждается в общении, и тем более в отношениях. Не будем терять время и отправимся в центр, чтобы заранее подготовиться к свиданиям. Никогда не знаешь, где найдешь любовь. Подарком может быть леденец и набор шоколадных конфет в виде сердца, плюшевый мишка или игра Sims, одна желтая роза, наверное, на прощание, и букет из красных роз, украшение в виде золотого ожерелья и кольца с бриллиантом. Теперь мой сим имел все шансы построить отношения. Но для начала испытаем его харизму без подарков. Мы отправились на пляж искать суженую. На участок приходили только мужчины, девушек пришлось высматривать. Первые 3 девушки дали четко понять, что не заинтересованы в моем персонаже. А 4-я прыгнула на руки, но тут уже мой сим показал свой характер. В парке я снова встретила первую девушку. Пару шуток, и они уже на свидании. Они поели хот-доги. Мой сим намекал на чувства, я даже подарила букет за 200 симоленов. Она не захотела мило общаться, и я пошла ва-банк. Сказала ей пока страстным поцелуем и навсегда забыла о ней. Но мы не разочаровались в девушках в Sims 1 и нашли Тоню. Нет, это не та Тоня, о которой вы подумали. После пары комплиментов, шуток и флирта я проверила, симпатичны ли они друг другу. На девушках нельзя экономить, поэтому заказываем самое дорогое меню, чтобы растянуть их общение. Вкусная еда, приятная компания сделали свое дело. После тесных объятий и вежливого поцелуя Тоня дала ясно понять, что продолжению романа быть. А это значит, что пришло время обустроить холостяцкое жилье. Мы пригласили Тоню оценить новый ремонт и попутно заказали пиццу. Тоня была очень мила и захватила с собой пирог, который никто не попробовал. Ремонт ей не понравился. Симпатия была, но в поцелуе она отказывала. В этот вечер Тоня только сплетничала о животных и под конец ушла голодной. Настал следующий день. Мой сим пригласил Тоню в центр. Она кокетничала, мило улыбалась, смеялась и согласилась пообедать. Наверное, осталась голодная со вчерашнего дня. После вкусного обеда отношения приобрели новые оттенки. Я заметила, что ее мочевой пузырь не выдержит еще одного такого прыжка, и отпустила ее. И почувствовала что-то неладное. На следующий день мы пригласили Тоню на романтический завтрак. Ее настроение было ужасным. Даже плюшевый медведь не исправил ситуацию. Они позавтракали у реки, посмотрели фильм. Она оказалась еще той штучкой, и наша дружба была прекращена. Но не все потеряно. В карманах было ожерелье, которое вернуло их дружбу. На оставшиеся 3000 симоленов я решила отправить эту парочку на отдых. Это был длинный и тернистый путь. От танцев до ненависти. От откровенного джакузи до сна под одной постелью, от подарков до объятий. Отношения уже были на пределе, и мой персонаж подарил ей кольцо с бриллиантом. Так и началась их любовь. Помните ту дамочку, которой мой сим подарил букет роз? У него вышло завязать дружбу с ней, и я попробовала начать их романтические отношения после дружбы, даже если они не были симпатичны друг к другу. После легкого флирта она дала четко понять, что не заинтересована. Но у меня был запасной вариант. Мы отправились в центр, мой сим купил розы и кольцо. Букет красных роз растопил ее сердце.
а кольцо окончательно попало в самое сердечко. Подарки в Sims 1 значительно влияют на развитие отношений. Настало время необщительного Сима. Мы отправились в центр и принялись высматривать девушек. Люсинда была похожа на учителя, поэтому это была идеальная девушка для моего строителя. Проверку на симпатию мой прораб прошел. После небольшого диалога она согласилась пойти на свидание. Они неплохо пообедали, и к вечеру появилось розовое сердечко. Спустя некоторое время мы пригласили ее домой. Она была очень любезной и подарила моему строителю букет полевых цветов. Имея определенную симпатию, она отказывала моему Симу в поцелуе, но близкие объятия ей нравились. Дружеские отношения были на пределе. Оставалось развить романтические. Поэтому мы приняли решение взять ее в отпуск. Стоит отметить, что когда вы берете с собой Сима в отпуск, необходимо уточнять его самочувствие и потребности. Это занимает большое количество времени. На снежных участках отношения не развивались, и мы переехали поближе к океану. Люсинда так и оставалась недотрогой, пока подаренный слоник не подтопил ее сердечко. Их отношения напоминали мне американские горки, поэтому мы вернулись домой. Спустя пару часов Люсинда была приглашена домой, а вскоре эта парочка отправилась в центр на ужин. Этот вечер оказался очень продуктивным. Они сидели в обнимку и целовались. После ужина Люсинда позволила поцеловать себя в щеку, и у строителя появилась любовь. На следующий день Люсинда пришла с друзьями. Я подумала, что это отличная возможность проявить свои чувства, но моему разочарованию не было предела. Она отказала моему строителю и призналась, что не любит его. Дружба была утеряна навсегда, но эта учительница оставалась в его сердце. Давайте рассмотрим все романтические взаимодействия между Симами. Объятия. Интимное, романтическое и броситься в объятия. Переходим к поцелуям. Почтительный, в щечку, вежливый, страстный, романтический и пылкий. Танцы. Веселые и медленные. Сидя на лавочке, можно прижаться, ласкать, обнимать и целовать. Если проводить время со второй половинкой в кафе, можно ей восхищаться, заигрывать, прижиматься, романтично поцеловать, просто чмокаться, обжиматься и целоваться по-взрослому. В джакузи можно предложить помыть партнера, прижаться и поцеловать. Когда ваши Симы влюблены, можно поиграть в постели в форме сердечка, в раздевалке, в джакузи, в палатке, в снежной игле и в актерском трейлере. Построение отношений в Sims 1 достаточно тяжелый и длительный процесс, почти как в реальной жизни. Единственным отличием между Симом Мачо и Симом Строителем было ограничение по функционалу объятий и поцелуев. В то время как общительный Сим мог позволить себе поцеловать девушку различными способами, имея немного верхней полосочки отношений, у необщительного Сима было доступно только чмокнуть в щечку при почти заполненной верхней шкале отношений. Свидания в кафе, развлечения и подарки значительно помогут вам построить крепкие отношения в Sims 1. В Sims 2 я создала романтичного экстраверта с фетишами и стоп-сигналами. Я отправилась в клуб Серенада. Девушек было достаточно много, поэтому мой Сим начал искать пару. Понравившаяся девушка оказалась не в его вкусе. В парке тоже было не так радужно. От меня уходили, отвергали, намекали перекраситься. Необходимо было делать пару покупок для дома, и тут появилась она. Честити. Между нами пробежало 2 искры, и мы перешли к решительным действиям. На первом свидании он присвистнул, очаровал, намекал на чувства. Их свидание закончилось нормально. Вечером мой Сим пригласил Честити на свидание, на дискотеку. Вечер отлично начинался. Они поужинали на террасе, посылали воздушные поцелуи, гладили по руке, выпили по бокалу воды, целовались, брали за руки, лизали лицо, танцевали медляк. Свидание прошло на отлично, и она предложила встретиться еще раз. Тем же вечером она принесла мне розу с трогательной запиской и оставила ее у входной двери.
В Sims 2 можно дарить все, что угодно. Я выбрала в качестве подарка большой телевизор и букет роз. Свидание с Честити было в ресторане. Они кушали изысканную еду, гладили руки. Мой Сим иногда воровал ее еду, посылал воздушный поцелуй. Некоторые проходящие дамочки были в предобморочном состоянии от красоты моего Сима. Моя парочка обменялась недоеденной едой. После этого мой Сим захотел пригласить девушку домой, и я поняла его намек. Такси было заказано, а мой Сим чувствовал себя сверхуверенно. Честити была довольна такими дорогими подарками, и их симпатия приобрела новые краски. Свидание оказалось незабываемым, и позже новая любовь принесла букет побольше. Если свидание прошло хорошо, то на следующий день вы обнаружите письмо в почтовом ящике со словами благодарности. Вы можете заработать балл уборки после отлично проведенного свидания. Даже если вам понравился другой персонаж, который не считает вашего Сима привлекательным, не отчаивайтесь. Для начала заведите крепкую дружбу, а потом выпускайте вашего тигра на волю. Таким образом можно завязать романтические отношения с любыми Симами. После крутого свидания вам могут сделать подарок. В моем случае это стереосистема. На участок можно вызвать дамочку с шаром. Она торгует различными зельями. Некоторые я купила, чтобы опробовать в действии. Также я попросила о свидании вслепую, за которое заплатила по максимуму. Она подшаманила со своей сферой, и мой Сим получил привлекательную девушку. Свидание прошло на ура, и у них завязалась любовь. В качестве эксперимента я попросила еще об одном свидании вслепую, но в этот раз заплатила самый минимум. Я выбесила эту дамочку с шаром, и она прислала мне девушку, которой не было вообще никаких чувств. Но я не зря купила приворотное зелье. Я начала активно его использовать. Время действия непродолжительное, поэтому покупайте как можно больше. От Сима будет веять феромонами, перед которыми вряд ли кто-то устоит. Также зелье добавляет различные романтические действия, и ваши отношения намного быстрее развиваются. Продолжаем эксперименты с замкнутыми персонажами. Моему Симу очень повезло, и он сразу встретил симпатичную девушку. Их общение было милым, приятным и теплым. Поэтому к концу свидания они успели обручиться и пожениться. Любым персонажам в Sims 2 однозначно повезет в любви. Нужно только найти правильного персонажа, и проблем в построении отношений не будет. Характер Сима не будет помехой в любовной линии. В Sims 2 нам будут доступны следующие романтические действия: сделать комплимент, массаж, ласкать, ущипнуть, взять за руки, спеть серенаду, прыгнуть на руки, романтично обнять, стиснуть в объятиях, поцеловать легко, романтично, нежно, развязно, в губы, страстно, ручку, лизать лицо, ласкать под облаками и звездами, пригласить на медленный танец, во время которого можно поцеловать в губы, пощупать ниже спины и позволить положить голову на плечо. На диванах и лавочках будет пылать страсть. Своего партнера можно поцеловать легко, романтично и страстно. На свидании в кафе будет возможность погладить руку второй половинки, произнести тост о вечной любви, послать воздушный поцелуй и предложить тайную помолвку. В уху может быть безопасным и с последствиями. Любовь может происходить в 11 местах. Симы могут заниматься спортом в постели, пускать пузыри в джакузи, примерять наряды в кабинке, проверять подвеску машины, проявлять фотопленку, ломать лифт, проводить дезинсекцию в палатке, крутиться в гамаке, потеть в сауне, проводить инспекцию вертолета и убивать моль в гардеробе. Романтические отношения также доступны подросткам. Между ними возможны страсть и симпатия. Романтические действия такие же, как и у взрослых. Но у подростков есть уникальное действие – первый поцелуй. И они не могут заниматься в уху. Подросткам доступна тайная прогулка в час ночи. После отличного свидания подростки также приносят цветы и подарки. Не знаю, зачем подростку бюст, но пускай будет. И тут моя игра сломалась. Романтические отношения в Sims 2 значительно стали проще, в отличие от Sims 1. Теперь мы сразу можем найти симпатичных симов и завести вторую половинку буквально за одно свидание. После прекрасно проведенных вечеров наши симы будут получать не только красивые цветы с записками, но и достаточно дорогие подарки. Мест для уединения прибавилось немало.
поэтому ваши романтические отношения будут пылать еще с большей страстью. В Sims 3 мой первый персонаж был общительным и романтичным. Первой встречной оказалась Теодора. Мой Сим начал издалека, и мы узнали, что у нее нет партнера, и принялись за флирт. В процессе общения выяснилось, что Теодора недотрога, но это не помешало пригласить ее на свидание. Оказалось, что у них совместимые знаки зодиака. За 1,5 часа Теодора стала предметом воздыхания. Вот так просто можно завести новую подружку. При знакомстве с новым Симом может появиться уведомление, что с вами хотят познакомиться поближе. Я стала искать девушку с несовместимым знаком зодиака. На пляже я встретила такую девушку. Она оказалась такой же кокеткой, как и мой персонаж. Поэтому между ними вспыхнули чувства при достаточно низком уровне отношений. Для эксперимента я познакомилась с еще одной девушкой. Их знаки зодиака были совместимы, но она была обручена. Моим первым решительным действием было прыгнуть на руки, но она не успела поймать. И я дала ей второй шанс. Обладая такими чертами характера, как мастер поцелуя, кокетка и безнадежный романтик, Сим может значительно преуспеть в романтических отношениях. Но если вам встретится нервная дамочка, то придержите коней. Таким образом, можно сделать первый вывод. Черты характера, влияющие на общение, существенно облегчают построение отношений и добавляют новые взаимодействия. Теперь попробуем завести отношения с замкнутым Симом. Он застенчивый, недотрога, социально неловкий и нерешительный одиночка. В парке мы нашли девушку. Интересно, что в меню общения не было доступно романтических действий. Даже узнать, есть ли у нее пара, не предоставлялось возможным. Отношения развивались монотонно и без излишеств. Примерно как в Sims 1. Дружеские отношения развивались очень медленно, поэтому мы пригласили ее домой. И она любезно согласилась подвезти нас на своей колымаге. Дома парочка обменялась парой секретов, и они стали друзьями. Теперь романтические действия появились. Но не спешите радоваться. Нам надо действовать аккуратно и осторожно. Оказалось, что по знакам зодиака у нашей пары есть шанс на отношения, но потом выяснилось, что они обладают противоположными чертами характера. Это создавало некоторую пропасть между ними. Но мы с Симом не отчаивались в попытках завоевать ее сердце. На следующий день замкнутый Сим пригласил ее в парк. Я приложила немало усилий к их отношениям, и это дало свои плоды. К концу свидания эта парочка начала официально встречаться. Я решила оставить Симов в покое и посмотреть, что они будут делать. Она дарила цветы, и они бесконечно пялились друг другу в глаза. Даже застенчивые и нерешительные Симы могут найти свою вторую половинку. Дарить в Sims 3 можно все, что вы пожелаете. В продуктовом магазине я купила цветы и резиновую уточку. Познакомилась с первой встречной и начала ее задаривать. Дружеских отношений было мало, поэтому Симы стали друзьями, и она охотно приняла уточку, цветы, автомобиль и книгу. Моя новая подруга была рада даже куску железа. В Sims 3 стали доступны свидания в интернете. Для этого необходимо создать профиль, указать свои черты характера и телосложения. Конечно, можно немного приукрасить свой профиль, но ложь рано или поздно будет раскрыта. Итак, профиль был создан, наплыва новых сообщений не было, поэтому пришлось ждать. Сообщений так и не было. Поэтому мой Сим взял все в свои руки и сам написал некоторым девушкам. Мы еще подождали и вечером получили письмо от девушки. Мы приняли ее запрос, и она появилась в наших контактах. На следующий день они встретились, подружились, и она ушла на работу. Вернувшись домой, мой Сим проверил еще раз почту. Сообщений было много. Письма были совершенно разные. Их контакты мы сохранили и завязали с ними дружбу. Одной мы отправили любовное письмо, а второй СМС тайного обожания. Через сутки я получила ответное письмо, в котором было сказано, что их романтические отношения возможны. СМС тайного обожания никак не влияло на отношения. Я отправила много сообщений, но ничего не произошло. Вы также можете получать подарки от других Симов, которым вы не безразличны. Я решила поэкспериментировать. Сделала 2 романтичных и обаятельных Симов, заселила их в дом и убрала входную дверь, но оставила задний дворик и начала смотреть, как они будут выстраивать отношения. Тем более, что симпатия была взаимной. В воскресенье вечером они уже были друзьями, в понедельник хорошими друзьями, во вторник лучшими друзьями, в среду обычная болтовня, в четверг отдых, в пятницу он жаловался на грязную посуду, в субботу был пожар, и в воскресенье
прочтения я поняла, что границы френд-зоны никто не переступит. Я подумала, а что если оставить их в покое и переключиться на другую семью? Я так и сделала. Начала игру за их соседей и попутно наблюдала, что происходит у моих подопечных. В итоге они так и остались друзьями. Я решила сделать вторую попытку. Создала симов с похожими чертами. Но и тут френд-зона меня ждала. Но меня посетила иная идея – создать супружескую пару с противоположными характерами. Поначалу было все нормально. Они общались, флиртовали, целовались. Но потом началось самое интересное. Поскольку сим-муж был злым, он часто возражал, жаловался и кричал. Появились и другие проблемы, которые накаляли ситуацию. За 5 дней их брак держался на волоске. Давайте рассмотрим все романтические действия в Sims 3. Подарить цветы, дать обещание защиты, держать за руки, обнять эротично, пикантный анекдот, попросить покровительства, поцеловать в танце, признаться о наблюдении за спящим персонажем, поцеловать робко, хвалить внешний вид, флиртовать, сделать массаж, заключить в объятия, страстно поцеловать, погладить по щеке, прыгнуть на руки, шептать на ухо, сделать романтическую совместную фотографию, смотреть на звезды. На диване или лавочке можно ласкать, поцеловать и страстно поцеловать. Подросткам будут доступны те же романтические действия, кроме вуху. В Sims 3 места для вуху очень разнообразны. Заняться спортом в постели, поиграть в судью и обвиняемого в ратуше, считать насекомых в палатке, создавать фараона в саркофаге, перемещаться в другие измерения в машине времени, проверять трос лифта, задерживать дыхание в джакузи, сняться в фильме на киностудии, устроить фотосессию кинозвезде в трейлере профессионального актера, тереть спинку партнера в душе, наводить порядки в домике на дереве, искать иголку в стоге сена, запечатлить момент в фотобудке, вытворять фокусы в магическом шкафу фокусника, делать нектар в домике для фей, стычка с одеждой в гардеробе, предсказывать судьбу в цыганском вагончике, искать фей в дендрарии, исследовать сверхъестественное в древнем хранилище, играть в куче листьев, настраивать климат в снежной игле, искать морские звезды в подводной пещере, наносить крем для загара в курортной башне, тестировать устойчивость скоростного поезда, проверять эргономику капсулы для сна, устраивать рейв на реактивном ранце, изучать красоту космоса в звездной обсерватории, создавать маленьких плюмботов на станции ботов, осматривать достопримечательности на воздушном шаре, подлить воды на раскаленные угли и проверять шумоизоляцию в старой машине. Романтические отношения в Sims 3 очень разнообразны и не заставят нас заскучать. Найти свою вторую половинку стало еще проще. Влияние характера на взаимоотношения симов очень велико. Кокетливые симы без труда найдут свою пару. Даже застенчивые смогут проявить свои скрытые чувства в виде письма. Постепенно развивая отношения, вы будете открывать новые романтические действия и места для вуху. В Sims 4 мой очаровательный Кен обладал такими чертами характера, как романтик, дружелюбный и добрый. Предпочтения я пока не затронула. На нашем участке был дождь, поэтому мы отправились на пляж солнечного Сулани. Получили кокетливое настроение и начали флиртовать с Лией. Партнера у нее не было, поэтому в ход шли все чары Кена. Их первая встреча переросла в свидание, а полоска романтических отношений была полностью заполнена. Трудностей у романтичного Сима не возникло. На следующий день я выбрала предпочтение Кену из категории качества персонажа.
Нравятся идущие на поводу у эмоций ценители романтики, не нравятся неамбициозные и пессимистичные персонажи. Из категории тем для разговоров были выбраны комплименты и любовь, физическая близость и флирт. После такого небольшого апгрейда персонажу нужно было найти идеальную половинку. Мы отправились в сад у замка. На участке были только девушки, состоящие в отношениях, поэтому мы перебрались в кафе. Кстати, после выбранных мною предпочтений выяснилось, что у Лии и Кена плохая совместимость. Барменом в кафе был хорошо знакомый нам персонаж. Нина Гангадзе. Уже не та привлекательная Нина, но все же. У нее было очень много клиентов, поэтому мы записали ее контакт, и выяснилось, что у них с Кеном прекрасная совместимость. Я не стала отвлекать ее от работы и, вернувшись на свой участок, отправила ей кокетливое сообщение. Она сразу же предложила пропустить по стаканчику, и мы тут же оказались в баре. Она охотно принимала знаки ухаживания, и их обычная встреча превратилась в свидание. Под конец вечера они уже собирали ягоды в кустах, а их романтические отношения достигли максимума за одно свидание. За каждое свидание с медалькой вам предоставляется награда. За бронзу вы получите книгу по обаянию, за серебро – одинокую розу, за золото – ведро вип. Перейдем к замкнутому, злому, одинокому задире Симу, которому нравятся домоседы, любители поспорить, пессимисты и не нравятся идущие на поводу у эмоций ценители романтики. Мы познакомились с Агнес Толстопятка. У них была прекрасная совместимость, но флиртовать она отказалась. Я грела моего Сима сумкой. Еще и его потенциальную подружку. Даже дружба с Агнес не позволила развиться их романтическим отношениям. Она уведомила меня, что не нуждается во второй половинке. После такого у меня крашнулась игра, и ничего не сохранилось. У нового замкнутого Сима я изменила черту характера на недотрогу и отправилась в клуб. Мы начали знакомиться с персонажами. И тут случилось то, что не случалось раньше. Мы нашли Симу с ужасной совместимостью. Имея черту характера недотрога, достаточно сложно развить отношения. А бонусом была еще и ужасная совместимость. Мы сделали пару отчаянных попыток завоевать его сердце без предварительной дружбы, но они не увенчались успехом. К позднему вечеру они были уже близкими друзьями, стали партнерами по ВУХу, и вот тогда их романтика начала развиваться. На следующий день мы пригласили его к себе домой, и их отношения перешли на новый уровень. Недотрогам очень тяжело переступать через себя и заводить новые романы, но это добавляет еще больше интереса к геймплею. Теперь проведем эксперимент в Sims 4. Посмотрим, как будут развиваться отношения романтичных и прекрасно подходящих персонажей. Черты характера и предпочтения у этой пары будут одинаковыми. Их отношения отлично складывались. К вечеру они были уже друзьями, и появилась полосочка романтических отношений. Уже можно было утверждать, что развитие романтики в Sims 4 возможно без вмешательства игрока, в отличие от Sims 3. Иногда приходилось вмешиваться в игровой процесс. Лучшими друзьями они стали уже через сутки. Этим персонажам понадобилось всего 4 дня, чтобы создать крепкие дружеские отношения и влюбиться в друг друга по уши. Вот что значит прекрасная совместимость. Но самое интересное начнется прямо сейчас. Перейдем к несовместимым Симам. Я создала настоящего абьюзера, злой задира и недотрога. Конечно, предпочтения соответствовали характеру, а его жена была романтичной, доброй и семейной девушкой. Семейную динамику мы не будем выбирать. Посмотрим, как уживутся настолько противоположные персонажи. Поначалу все было типично. Кушали, смотрели ТВ, отдыхали, но потом начались очень странные дела. Уровень общения был желтым. Они смотрели телевизор молча. Я подумала, хорошо, ладно, подождем, когда общение будет на нуле. У обоих персонажей появились грустные мудлеты, одиночество. Еще и ачивку получила. Блондиночка несколько раз плакала в кровати. За завтраком была гробовая тишина. Даже абьюзер начал плакать в кровати от одиночества. Такого результата я не ожидала и решила проверить на замкнутом Симе, у которого уже были отношения с ужасно несовместимым Симом. Поселила их под одну крышу и начала наблюдать. Казалось бы, романтические отношения уже есть, дружба тоже. Чего же вам не хватает для социализации?
И эта парочка по ВУХу также никак не проявляла себя. Выходит, что существенным камнем преткновения является совместимость персонажей. Для закрепления полученных результатов я выселила партнера замкнутого Сима и подселила прекрасно подходящую девушку. И как только они оказались заперты в доме, тут же началось общение. Для меня это стало приятным сюрпризом в Sims 4. Подарки вторым половинкам можно заказать через телефон или ноутбук. Дарить можно все, что хорошо лежит в багаже Сима. Книги, игрушки, семена, лекарства, цветы. Я выбрала резиновую уточку, тюльпан и розу. Заказанные подарки появляются в багаже. После вручения романтических подарков у Симов появляются соответствующие мудлеты и воспоминания. Если подарок очень понравился возлюбленной, то она отблагодарит вас розой, которая появится в багаже. Даже после подаренной картофелины такой трюк сработает. Но можно купить и более интересные подарки в интернет-магазине Продавито. В Sims 4 нам доступны следующие романтические действия. Задать рискованный вопрос, хвалить внешний вид, флиртовать, соблазнительно шептаться, послать воздушный поцелуй, проявить нежность, прилюдно признаться в любви до гроба, соблазнять, подарить розу, сексапильная поза, попробовать поцеловаться под омелой, гладить по щеке, держаться за руки, заключить в объятия, поцеловать в щечку, поцеловать руку, страстный поцелуй, кокетливо дразнить, посмотреть глубоко в глаза, безжалостно щекотать, прижать к сердцу, сделать массаж, быть наказанным за проявление любви в общественном месте, страстно поцеловать. Подростки также могут заводить романтические отношения. Их романтика не особо чем-то отличается от взрослой. Подростки не могут заниматься ВУХу. Вместо этого им предоставляется возможность дурачиться. Кстати, о ВУХу. В Sims 4 можно заниматься спортом в постели, побывать в невесомости на космическом корабле, исследовать ее галактику в обсерватории, считать мух в палатке, задерживать дыхание в джакузи, подливать воду на угли в сауне, искать верхнюю одежду в чулане, собирать ягоды в кустах, подавать сигналы на маяке, собирать гербарий в куче листьев, играть в Скрудж Макдака в куче денег, улучшать качество сна в капсуле, заниматься чисткой в душе, искать приключения в мусорном баке, искать монетки на дне горячего источника, искать снежного человека в ледяной пещере, искать источник силы у водопада, менять одежду в аванпосте, раскидывать сено в хлеву, делать фото на паспорт в фотобудке, рассматривать высоты на колесе обозрения, получить адреналин на аттракционах, создать особенные воспоминания в домике на дереве, танцевать в форме летучих мышей, исследовать вечность в гробу. В Sims 4 романтические отношения играют важную роль в взаимодействии персонажей. Они еще быстрее могут найти своего Сима и будут максимально открыты к развитию новых отношений, в отличие от Sims 3. Характер и совместимость персонажей влияют на прогресс отношений. Симы стали более умными и выполняют свои желания в зависимости от эмоционального состояния. Романтика в Sims 4 стала интереснее и разнообразнее. Подведем итоги романтической составляющей мира Sims. В первой части приходилось тратить много времени на построение отношений и симулеонов на подарки и всевозможные развлечения. Персонажи могли иметь различные уровни интереса к романтике. Некоторые могли быть более открытыми и привлекательными к романтическим отношениям, в то время как другие могли быть более скромными или склонными к отрицательным реакциям на подобные предложения. Романтика в Sims 2 стала интереснее. От увеличения количества романтических действий до подарков после успешных свиданий. Симы имеют свои предпочтения, что позволяет им сразу же находить симпатичных персонажей. В Sims 3 отношения стали еще сложнее, чем в предыдущих частях игры. Особое влияние оказывают черты характера. Проведенные эксперименты подтвердили, что супружеская пара, которая имеет различные черты характера, не сможет ужиться под одной крышей и рано или поздно окажется на грани развода. А вот идеально подходящие друг к другу Симы не переступят границы френд-зоны без вмешательства игрока. В Sims 4 была внедрена система совместимости, подобной Sims 2, но значительно расширена
расширена. Добавляя предпочтение своему персонажу, вы можете найти сима с прекрасной или ужасной совместимостью, которая существенно повлияет на развитие их отношений. В каждой части Sims романтика становится более комплексной и интересной, отражая развитие игрового процесса и внедрение новых механик. Что вы думаете насчет романтики в мире Sims? Если вам понравилось это видео, дайте знать мне в комментариях, и я, возможно, вернусь с чем-то новым. Спасибо за просмотр. Пока!